США официально меняют курс. Переписан один из важнейших документов страны – разговор о России и Европе. Москва вынудила Берлин на радикальный шаг. Парламент принял срочный закон. Молодежь обещает массовые протесты. Срочная отмена важного мероприятия. Исчез один из самых надежных соратников Путина. Все это на фоне недавних атак дронов. Еще один партнер Кремля становится бывшим. Разворот спиной к Москве и лицом к Вашингтону. Миллиардный контракт перечеркнут. Такого предательства Путин точно не ожидал. Бывший соратник диктатора готов сдать его с потрохами. Экс-глава разведки раскрывает все секреты режима. Глава государства готов спаковать чемоданы. Об этих и других событиях утро субботы 6 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В это тяжело поверить, но Соединенные Штаты официально меняют курс. Белый дом выложил документ, который фактически переворачивает американскую политику в Европе последних 80 лет. В опубликованной стратегии нацбезопасности администрация Дональда Трампа прямо заявляет: США отходят от роли главного защитника Европы и нацелены на восстановление стабильности в отношениях с Россией, даже ценой отказа от расширения НАТО. Коренной интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы договориться о скорейшем прекращении военных действий в Украине с целью стабилизировать европейскую экономику, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией. Глава, из которой взята эта цитата, парадоксально называется «Продвижение величия Европы». В новой стратегии речь ведется о том, чтобы переложить на эту самую Европу ответственность за собственную безопасность. Но не только. Самое резкое положение стратегии звучит так: положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвратить такое развитие событий в реальности. Документ был опубликован после того, как госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу министров иностранных дел стран Альянса, чего практически не случалось с момента его основания в 1949 году. Но это не все, как сообщает Reuters. Американские партнеры сообщили европейским дипломатам, что США могут выйти из отдельных структур планирования и координации НАТО, если к 2027 году европейские страны не возьмут на себя большую часть оборонных обязательств Альянса. Администрация Трампа не раз демонстрировала Европе свое прохладное отношение, и, как выяснили социологи, это взаимно. Половина жителей Старого континента видит в президенте США не союзника, а угрозу. Французский журнал Le Grand Continent опубликовал результаты исследования мнений почти 10 тысяч респондентов в 9 странах ЕС. 48% назвали Дональда Трампа врагом Европы. В некоторых странах, как в Бельгии, этот показатель взлетел до 62%. Только Польша выбивается из общей тенденции. Там врагом Трампа считают только 19%. На этом фоне 51% европейцев считает риск войны с Россией высоким, а 18% очень высоким. Кстати, а что думаете об этом вы? Пишите в комментариях. Бундестаг делает радикальный шаг по пути к увеличению армии. Нижняя палата немецкого парламента приняла масштабную реформу военной службы после тяжелых и затяжных споров. Теперь страна готовится к крупнейшей перестройке Бундесвера со времен Холодной войны. Все мужчины, достигшие 18 лет, снова обязаны пройти призывной медосмотр. Служба с оружием остается добровольной. Все вооружение, все снаряжение. Если у нас нет людей, особенно молодежи, которые знают ценность свободы, мира и справедливости, все это напрасно. Германия планирует нарастить численность армии к 2029 году в 1,5 раза, а к 2035 в 2, пока власти не решились вернуть обязательную систему призыва, от которого страна отказалась в 2011 году. Но такая возможность в законе прописана. Если угроза будет нарастать, у нас не будет иного выбора, кроме как ввести обязательную частичную военную службу для защиты страны.
Накануне по немецким СМИ пролетели обещания неких студентов устроить масштабные акции протеста, но о массовости мероприятия можно судить по этому видео. В Грозном заметно нервничают. Ежегодная прямая линия с Кадыровым все время откладывается, так как главный виновник торжества пропал. Исчезновение произошло на фоне нескольких атак неизвестных дронов по важным военным и административным объектам региона. Как выяснила Верстка, хозяин Чечни не может провести это мероприятие просто физически. По словам двух источников, близких к окружению Кадырова, а также главы оппозиционного движения Адат Ибрагима Янгулбаева, состояние Кадырова резко ухудшилось. Слег наш падишах, надеюсь, и не встанет. Шакалы забегали, но отменять пока не будут, просто переносят прямую линию. По данным Янгулбаева, сейчас Кадыров на капельницах. Медики пытаются привести его в состояние, в котором он хотя бы сможет появиться перед камерами. Но оппозиционер подчеркивает, все держится в секрете, диагноз скрывают даже от части окружения хозяина Чечни. Антикоррупционные органы Украины провели новые обыски. Следователи заявили о разоблачении преступной группы во главе с депутатом Верховной Рады. Этот эпизод, правда, не связан с громким делом Мидаса, которое потрясло основы политической системы Украины и привело к ряду громких отставок. В НАБУ и САП не раскрыли деталей, но по данным источников «Украинской правды», в правоохранительных органах речь идет об Анне Скороход из депутатской группы «За майбутнє». У нее прошли обыски по подозрению в вымогательстве у некоего предпринимателя $250 тысяч. Деньги требовали за решение вопросов. Денег на войну у Кремля все меньше. Власти Башкортостана, который продолжает оставаться в числе регионов с самым высоким числом погибших на войне, решились на второе сокращение выплат контрактникам за полгода. Это решение принято на фоне бюджетных проблем республики. Согласно указу главы региона, с 1 декабря размер вознаграждения за заключение контракта с Минобороны снижен с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. Согласно подсчетам BBC и Медиазоны, на конец ноября Башкортостан лидировал среди российских регионов по числу погибших. Программа выплат для контрактников была введена в Башкортостане в ноябре 2023 года. Изначально сумма вознаграждения составляла 100 тысяч рублей, затем она поэтапно увеличивалась до 1 600 000 рублей, но теперь уже в 3 раза меньше. Анкара приготовила неприятный сюрприз для Москвы. Как пишет Bloomberg, Турция планирует в ближайшее время отказаться от российских комплексов С-400. Об этом обмолвился посол США Том Барак, сказав, что правительство Эрдогана идет на этот шаг, чтобы разблокировать доступ к закупке новейших американских истребителей F-35. По словам американского дипломата, Турция избавится от российских ЗРК в течение 4-6 месяцев. По словам Тома Барака, комплексы, которые Москва поставила Турции 6 лет назад за $2,5 миллиарда, страной практически не используются. Их закупка в 2017 году вызвала негативную реакцию Вашингтона. США лишили Турцию возможности закупать F-35 и ввели санкции против некоторых оборонных предприятий страны. Если Турция действительно демонтирует С-400, это станет серьезной пощечиной Путину. На фоне продавливания пророссийского мирного плана Стивом Уиткоффом из Вашингтона поступил и сигнал другого рода. Дональд Трамп встретился в овальном кабинете с одним из главных американских русофобов, как сказали бы кремлевские пропагандисты. Президент США принял у себя сенатора Линдси Грэма, главного автора законопроекта, который предусматривает введение беспрецедентных санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. На встрече присутствовал и госсекретарь Марко Рубио. Грэм – один из самых радикальных критиков Кремля в Конгрессе. Именно он предложил законопроект о 500% пошлинах. Трамп ранее публично поддержал инициативу Грэма, но потом маятник качнулся в другую сторону, и уже другие люди из команды президента принялись уламывать Киев на пророссийский мирный план. Подробности разговора Трампа, Рубио и Грэма неизвестны, но сам факт этой встречи свидетельствует, что ветер в Вашингтоне может снова перемениться.
Лихие 90-е, которыми путинский режим четверть века пугал россиян, возвращаются. По данным МВД, который проанализировал проект «Можем объяснить», за первые 10 месяцев текущего года организованные преступные группы совершили в России 44 тысячи тяжких преступлений. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост криминальной активности подтверждается и судебной статистикой. Как отмечает издание, число осужденных по статье «Организация преступного сообщества» за годы полномасштабной войны России против Украины выросло почти в 4 раза. И, похоже, так называемые ветераны СВО помогают росту этой статистики. Бывший соратник диктатора готов сдать его с потрохами. Уго Карвахаль, который ранее возглавлял разведку в Венесуэле, направил президенту США письмо. Об этом пишет Евроньюз. Бывший силовик утверждает, он лично видел, как высшие чиновники режима Мадуро координировали поставки кокаина и работали плечом к плечу с вооруженными группировками. Среди партнеров колумбийские повстанцы, кубинские спецслужбы и даже боевики Хезболлы. Эти связи, по словам бывшего силовика, использовались для организации наркотрафика в США и финансирования политических операций Мадуро. Карвахаль обвинил Каракас в широкомасштабном шпионаже и манипуляциях на выборах. Он заявил, что готов сотрудничать с американскими властями и передать дополнительные доказательства, фактически открыв ящик Пандоры, который может нанести режиму Мадуро удар куда сильнее санкций. Но, похоже, на такой шаг бывшего силовика подвигла не проснувшаяся совесть, а желание поскорее выйти из американской тюрьмы. Тем временем The Telegraph сообщает, что и сам Мадуро готов сотрудничать с Вашингтоном. Диктатор якобы высказал в разговоре с Трампом готовность уйти за скромную сумму в $200 миллионов и гарантии возможности спокойно дожить свой век на Кубе. Но по данным издания, в Белом доме на это предложение ответили отказом. Россия переживает исторический демографический спад. Рождаемость рухнула до минимума за 200 лет. Но на помощь спешит союзник Кремля – Северная Корея. Одна из самых закрытых стран готовится начать поставки в РФ афродизиаков. По данным портала NK News, находящаяся под санкциями США и ЕС, северокорейская компания Sobaexu готовит экспорт средств для повышения потенции на российский рынок. Компания собирается продавать целый набор экзотических препаратов для мужской силы. Как думаете, поможет? И какие таблетки помогли бы России лучше всего? И кому их нужно принять? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.